Здравствуйте, друзья! В этом ролике я буду делать диораму Сталкер выживание. Давно лежала у меня фигурка, купленная на Алиэкспресс, с немым вопросом в глазах. Когда же я, Сталкер, буду выживать? Да и выживу ли я? Я решил пойти по пути наименьшего сопротивления и укомпоновать всю диораму пластиковыми моделями и строениями. Для этого я приобрел на сайте нужные мне файлы для печати на 3D принтере. Это руины дома, 2 зомби-солдата и кабан из Сталкера. Ссылка с моделями будет в описании к ролику. Все эти модели обошлись мне порядка $7. И так я купил руины, вернее дом-то я приобрел целиком, просто в программе Builder. И да, программа называется Builder, строитель. Мне пришлось отрезать у него угол. И второй зомби-солдат будет лежать и тянуться к Сталкеру своими костлявыми руками. Ха-ха-ха. Ну что ж, понеслась. И, конечно же, первым делом я займусь подставкой. Тем более, что фигурки расписаны, и вы их видели на странице сообщества. Возьму газовую горелку, отмечу там, где был дом, закрою его куском фанеры, обожгу, сделаю неровность на ландшафте. А теперь из пенополистирола нарежу много-много разных кубиков. Это и будут разные кочки, кусочки. В дальнейшем еще раз проливаю все клеем ПВА и наношу как бы имитацию земли. Перемолотым кофе, то есть уже использованным, заваренным, и сделаю имитацию земли, но по сути это и не будет имитацией, так как она потом будет еще закрашиваться. Дело в том, что просто я создам с помощью этого кофе шероховатости на поверхности. И вот нижняя часть домика уже готова, крыша еще распечатывается, нижнюю часть дома уже можно установить на подставку, но я имею в виду обозначить, где она будет, и уже как визуально будет понятно, как она будет выглядеть на диораме. И в дальнейшем буду использовать уже пигмент, да, пересохшая земля. И серозем. Так же, как обычно, мне потребуется белый акриловый герметик. Немного воды, останется все перемешать, дать настояться. И покрытие для подставки будет готово. Давайте смотреть. Я от вас ничего не утаю. И уже сверху еще раз покрою молотым кофе. Теперь возьму серую краску и немного местами высветлю подставку. Теперь возьму зеленую краску и пройдусь уже промеж этой белой и серой красочки по ландшафту. Потом желтый, да, такой желтовато-зеленый мох. И это не мастер-класс, я делаю это чисто для себя. Во-первых, я не мастер, а во-вторых, это не класс. Вы можете делать это совершенно иначе, и может быть у вас получится намного лучше. Вот пришло время и для флока. Я сразу набросал во флокатор разный флок, разной длины и цвета. От желтоватого до темно-зеленого. От 5 мм до 12. Все засею флоком. Подожду, пока немножко схватится. Клей Моррисон. Это специально для флока. А потом высажу уже, вклею в подставку на сам этот болотистый ландшафт. И да, я делаю болото. Кто еще не понял, это будет болото. Нужно посадить теперь крашеный и некрашенный лен, вклеить бочки, колесики, ну и не знаю, все, что там у меня есть. Мало, правда, есть, но все, что есть, то и вклею. И, конечно же, ворона. Ну или ворон, кто разбирается. Теперь вот этот вот лежащий зомби-солдат, ползущий к своей цели. Так, стоящий вот стреляющий зомби тоже идет к домику. По направлению идет и идет. Деревце у меня осталось еще
от изготовления большого дерева. Эту веточку я сохранил, и теперь она идеально вошла прям в ландшафтик. Так, теперь засыплю разным мусором, сухими листьями, все потом полью еще клеем, жидко разведенным ПВА. А теперь есть у меня такая вот штучка. Это имитация воды от производителя АК зеленого цвета, то есть как раз для болот, для застоявшихся луж. Плюс в том, что его можно разбавлять водой, но не более 30%. Разводить я его буду клеем ПВА и водой. И залью болото. Будет такая вот болотистая местность, по которой тут и шастают вот зомби-солдаты. Ну а теперь пора заняться домом. То есть домик уже готов, распечатаны 2 половинки. Эти 2 половины соединю клеем для пластика и начну его разукрашивать, расписывать, скажем так. Ну и в качестве грунта, но, к сожалению, грунта у меня нет. Но в любом случае я наложу первый слой. И первый слой это будет серая краска. Теперь возьму белую и обозначу фундамент, ну и разные перекрытия. С помощью белой краски также прокрашу рамы. А теперь сама кирпичная кладка. Ее я буду делать с помощью терракотовой краски. Да-да-да, будет выглядеть так, в принципе, знаете, как железнодорожное здание. Нравится мне такие железнодорожные здания. А потом такой красочкой, скорее всего лимонной, наверное, пройдусь по стыкам и лишнее уберу сверху влажной салфеткой. Будет выглядеть неплохо, да, крышу тоже лимонной покрашу. Возьму теперь серую краску, темно-серую, и вот такую какую-то непонятную, какую-то коричневую, наверное, что ли, темно-терракотовую в красноту. Сначала по крыше пройдусь вот темно-серой, чтобы закрыть все стыки, и думаю, для того, чтобы выделить рельеф. И потом уже сверху, поперек рисунка черепицы, пройдусь вот этой вот, типа, похожую краску вот на черепицу. Также выделю этой темной краской все вот эти вот перекрытия и стыки пройдусь, ну, типа на манер смывки. Ну, и не знаю, мне кажется, так получилось неплохо. Но опять же, это мне кажется. Сухая кисть, белая краска. Значит, стиль сухой кисти. Как стиль пьяного мастера. Выделю каждый уголочек, переходы, перекрытия. Контрастирую. Выделяю дом по максимуму. Пройдусь вот по всем опять стыкам и выделю вот эти все фрагменты. И это как бы придаст такой вот четкость вот этим всем линиям. Клею пластиковые окна. Это пластик 0,3 мм. И не буду делать никакие разбившиеся стекла. Просто их вклею целиком. Я решил, что все-таки сталкер выживет, поэтому я распечатал детали от лестницы, склеил ее, потом покрашу. Распечатал дверь на чердак, покрасил все-таки лестницу, размещу ее на стене дома, на нее забрался сталкер и будет там как бы выжидать, отстреливаться от зомби-солдат и непонятных мутантов-кабанов. Заднюю стенку дома заклеил куском пенополистирола. И теперь пора установить сам дом на подставку. Вот, в принципе, подходим к концу. Стыки между домом и подставкой пролью клеем ПВА и закрою флоком. Пришло время, конечно же, вот этим мутантам, кабанам. Их у меня получилось 3 штуки. И теперь установлю их на подставку. Да-да-да. Вот они тут бегают вокруг. Жаждут какой-то добычи. Ищут новую жертву. Вот главный герой, да, вот такой он у меня замечательный получился, прям без ложной скромности. Забрался вот тут вот на лесенку и ждет подмоги. Ну или сам справится. Я думаю, справится. Вот диорама и готова, а мы с вами не прощаемся. Заходите почаще. А вам всех благ, удачи, а главное здоровья. Берегите себя.